Ватсап, на связи кто? Правильно, третье видео подряд и без перерыва в год. Данганронпа V3 – самая спорная часть франшизы. Если первая часть отличная, как мы это прекрасно знаем, а вторая, мягко говоря, самая лучшая, о чем я говорил уже недавно, то мнения о V3 у игроков разделяются. Кто-то называет ее самой интересной и проработанной, а кто-то полным и унылым говном. Я больше склоняюсь к первой версии и считаю Ронпу V3, если не лучшей частью, то одной из лучших, собирающих в себе достаточно хороший и не глупый по большей части каст. По большей части. А также интересные сюжетные тропы и повороты, которым могут позавидовать предыдущие части. Но есть одна проблема. Третья игра во франшизе обнуляет две предыдущие, а также аниме, делая из них буквально шоу. И для кого-то это действительно проблема, если что, не для меня. И есть один персонаж в этой части, который вызывает очень много споров, по крайней мере у меня в голове. А именно кукловод всея Данганронпы Цумуги Широганы. Является ли она действительным кукловодом, который заведует всей франшизой, насчитывающей уже 53 игры? Или она все-таки обычная пешка, попавшая под горячую руку? Для начала нужно разобраться, действительно ли убийственная игра среди школьников является франшизой и постоянно продолжается. В этом нам поможет один из участников сразу двух частей – Рантара Амами. Если он действительно является абсолютным выжившим, как нам дали понять по сюжету, и в том числе как подтвердила это Цумуги, значит Ронпа правда развивается и новые королевские убийственные битвы продолжают выходить. Из не самых действенных доказательств это послание, которое Шуичи нашел в 6 главе, где и раскрылось, что Рантара не впервые участвует в убийственной игре. Почему не самое действенное? А потому что куда более действенным доказательством служит пролог, где героям еще не стерли память и не внушили новые воспоминания. Именно там Рантара неоднократно намекает на то, что знает, к чему все идет, а именно к убийственной игре. А так как другие ученики вокруг практически ничего не подозревают, то это действительно подтверждает, что только Рантара уже участвовал в чем-то подобном. И следовательно, Данганронпа это действительно франшиза. Хорошо, это мы закрепили. Перейдем наконец-то к Цумуги. Как нам заявляют по сюжету, Цумуги главный кукловод Данганронпы, который поддерживает убийственные игры на плаву, а также пишет сюжеты и характеры для персонажей, которым после и внушают все воспоминания. Из этого вытекает вопрос, убила ли Цумуги Рантара, и подтверждает ли это, что она кукловод. Да, Цумуги действительно убила Рантара. Неопровержимым доказательством этого, к сожалению, служит факт того, что в ее тайном логове был обнаружен шар с частичками ткани жилетки Каэде, который не попал в цель, и, естественно, перк выжившего, который никак нельзя было отдать нашим ученикам. И действовала она именно с той целью, чтобы убийственная игра все-таки началась. Ведь каст V3, к удивлению, имея верховного лидера банды 10 человек и абсолютного киллера, не начал убивать. И это, казалось бы, подтверждает, что Широгана кукловод. Да, она кукловод. Простите. Но кукловод только 53-й игры. Вернемся к прологу. Снова. Но это очень важная часть истории, потому что все наши герои все еще являются настоящими людьми, без замененных воспоминаний. И что мы можем видеть? Рантара не узнает Цумуги, никак не обращает на нее внимания, хотя должен знать, что она кукловод. Все зрители должны знать, что она кукловод, если бы она действительно ранее была им. А если зрители знают, то уж тем более псевдо-Шуичи и псевдо-Каэды должны быть об этом прекрасно осведомлены, ведь они жесткие фанаты вселенной, которые даже ценой своей жизни решили участвовать в убийственной игре. И это только начало. Посмотрите на арт и спрайты самой Цумуги. Если она кукловод, почему она запугана здесь? Это не время, когда нужно притворяться. Ведь буквально через пару минут придут монокубы, которые и расскажут всем, что они были отобраны на участие в королевской битве. Нам это показали в 6 главе. Could it be? All right. Именно поэтому Цумуги не должна притворяться напуганной. Ей это попросту не нужно, если она кукловод. Вон там на фоне Кайто улыбается. Но она напугана. Она боится и не понимает, что происходит.
И речь она никакую не ведет, как нам и показали в 6 главе. Речь вели только Монокубы, а Шуичи, Кайта и Каэде были в этот момент невероятно восторженные и радостные. А Цумуги не промелькнула даже на секунду. Если это для вас не доказательство, что она не кукловод, то я продолжаю. В 6-м суде нам демонстрируют реальные характеры персонажей. Шуичи и Кайта хотели стать убийцами. I'm not just gonna be in Danganronpa. I'm gonna kill everybody and win! I will come up with the best, most gruesome murders, I promise. Everyone will love it. And an ultimate detective hasn't been the blackened yet, so I'm sure I could do that. А Каэде, которая всю первую главу говорила нам, что верит в человечество, верит в самые лучшие, верит друзьям, на самом деле заявляла абсолютно иное. I'm perfect for a killing game. I don't have any faith in humanity. Настоящие создатели Данганронпы извратили характеры участников. Они сделали все в точности наоборот. Шуичи не стал убийцей и не был казнен, как он хотел. Кайта стал героем, который не убил больше всех, как он заявлял и желал, а спас остальных, пожертвовав собой. А Каэде, неверующая в человечество, стала лучиком света и доброты. Значит, и Цумуги, которая приходила на кастинг, на самом деле говорила совершенно обратное. Она наоборот не хотела быть кукловодом. Скорее всего, стоя там, она говорила, что хочет выжить и помогать другим в расследованиях. Но истинные создатели, истинные кукловоды извратили ее желаемый характер, как сделали это с другими. Все персонажи были пропитаны фонарем воспоминаний. Все, кто стоял там, получили свои роли и свои характеры. И как мы знаем, фонарь влияет на всех, кто его видит и кто находится в радиусе его доступа. А Цумуги стояла там. Не пыталась сбежать или скрыться, чтобы не попасть под него и не получить ложные воспоминания, потому что попросту не знала, что он с ней сделает и что он ей внушит. Далее нам заявляют, что после смерти Цумуги убийственные игры и Данганронпа должны прекратиться, ибо все выбрали будущее без этой проклятой войны отчаяния и надежды. И вот, пожалуй, самое весомое доказательство. Они не прекратились. Недавно Kodak и Spike Chunsoft анонсировали Данганронпу дважды 2. Казалось бы, доение франшизы, но не все происходит просто так. Зная небольшой дебилизм Кодаки, как пример засунуть в букву V цифру 5, и Данганронпу S сделать неофициальной 5-й частью, ведь S так сильно похожа на пятерку, я думаю, в Данганронпе дважды 2 тоже скрывается какой-то знак. Слишком глупым вариантом было бы предположить, что X равно 10, и это 2102 игра. Но это явно продолжение. Продолжение убийственных игр, которые, я напоминаю, должны были прекратиться со смертью Цумуги Шараганы, которую вообще-то заявляли как кукловода грандиозного масштаба, продолжают выходить. Из бедной, одинокой, напуганной девочки, которая хотела быть добрым человеком, помогающим раскрывать преступления, сделали жестокого и хладнокровного псевдокукловода, козла отпущения, на которого выльется вся ненависть, внушили ложные, неверные воспоминания и заставили, словно тряпичную куклу, выполнять все действия, которые заложит автор. И в конце концов попросту выкинуть ненужную пешку, ибо настоящий король, настоящий кукловод прячется где-то там, в своем бункере, и все так же, как и раньше, проводят жестокие и кровавые убийственные игры.